Давайте на чистоту. Я почти не сомневаюсь, что ваши любимые инструменты постоянно раз за разом сливают вам депозит. И это не случайность, потому что мы, люди, привыкли цепляться за то, что для нас как бы привычно. И мы постоянно игнорируем то, что на самом деле приносит прибыль. Индикатор Shaft Trend Cycle. Что вы вообще о нем знаете? Хотя бы раз открывали сделки по его сигналам. Я вам скажу так, это гибридная мощь, это сила трендового индикатора и мощность осциллятора. В этом видео мы разберем его на простейшей торговой стратегии со всеми абсолютно нюансами для того, чтобы каждый из вас понял наконец-то, как он работает и как с его помощью можно зарабатывать. Самое вкусное я приберег напоследок. Секретные настройки индикаторов, которые уже неоднократно помогали мне зарабатывать не $1000. Обязательно смотрите видео до конца, ничего не перематывайте, нюансов будет множество, самых вкусных точек, которые вы так любите. Приятного просмотра, поехали! Окей, пришло время познакомиться с нашим индикатором. Вот важный участок, Shaft Trend Cycle, это его пересечение с границей канала. Заход вниз означает начало стадии снижения. Как видите, совпадение на графике есть. В свою очередь, пересечение вверх означает переход из фазы снижения в рост. На графике можем даже это посмотреть. Есть корреляция. Те, кто внимательно смотрит мои видео, знают, какие ситуации называют перекупленностями и перепроданностями осциллятора. Вторым номером в данной стратегии будет выступать скользящая средняя. Когда она находится под графиком, мы можем говорить о долгосрочном восходящем тренде. Обратная ситуация, когда скользящая средняя сверху цены, у нас стадия снижения. Таким образом, скользящая верифицирует тренд, а Shaft Trend Cycle дает нам точки входа и дополнительный анализ. Давайте разберем реальные примеры возможных сделок. Вот ситуация, которая отлично подходит. Мы смотрим на Shaft Trend Cycle и подмечаем, что вот здесь у нас был выход вверх. Значит, рассматриваем точки для открытия сделок в лонг. Нам важно, чтобы актив в этот момент был выше скользящей средней. Что и происходит в этом моменте. Был рост, мы могли забрать с вами несколько зеленых свечей в плюс. Затем повторяем то же самое позже, вот здесь на графике. Главное, чтобы оба сигнала совпадали. Ищем такие моменты, открываем сделки и забираем прибыль. Все довольно просто. Пока Shaft Trend Cycle находится в перепроданности или перекупленности, это просто верификатор тренда. Если мы хотим торговать именно разворот, нам нужно конкретно возврат внутрь канала. Как вот, допустим, здесь. Если оба сигнала совпадут, можно будет смело входить в рынок. Но тут придется ждать лучших времен, поэтому давайте сменим график и уже перейдем к практической части. Вот, друзья, первая сделка, открываюсь в лонг. Происходит то, о чем я говорил вам ранее. Индикатор выбрался из перепроданности. И теперь курс актива стремится в рост. Этот момент совпадает с разворотом цены перед очередной стадией роста. Давайте теперь посмотрим, что из этого получится. Дабы окончательно развеять все сомнения, добавим немного технического анализа в данную ситуацию. Смотрите. Соединяю между собой минимумы и максимумы цены. Получаю треугольник. Как видите, мы только подбираемся к его верхней границе. Запас в одну зеленую свечу у нас точно с вами есть. Возможно, даже будет пробой. Но это уже покажет время. Для начала нужно закрыть первую сделку. И пока все складывается так, как нам нужно. Резкого отскока вниз пока нет. Это уже говорит о серьезном настрое покупателей двигать цену дальше вверх. Первая победа на сегодня есть. Прекрасно. Теперь можем сделать небольшую совсем паузу. Посмотреть, что будет с ценой, будет ли отскок. Вот здесь я буду опираться на уровень. Чтобы долго не ждать, давайте еще один лонг откроем. Пока цена топчется, мы сможем на этом, возможно, заработать. Если нет, то я перекроюсь. Ничего страшного, первое плечо можно. Видите, запас хода вот здесь у нас еще с вами есть. И плюс к этому Shaft Trend Cycle пока еще не в перекупленности. Поэтому ждем. Вот, как я сказал, я торгую малую часть от своего депозита, поэтому в любой момент я буду готов перекрыть убыток, если это будет требоваться. А вам покажу максимально подробные и детальные точки входа. Вообще хочу с вами еще поговорить о поразительной точности Shaft Trend Cycle. Его, вот смотрите, недавняя перекупленность точно совпадает с разворотом здесь цены. И это приятно, друзья, согласитесь. Мало сейчас индикаторов, которые с такой точностью могут показывать нам все необходимые моменты.
Так, ну что, 2 секунды до завершения сделки. Прекрасно, да, мы в плюсе. Цена пока топчется, не будем лишний раз рисковать. Вот, да, тем более начался отскок. Давайте сменим график и продолжим. Ну что, друзья, как вам подлинная мощь Shaft Trend Cycle? Признайтесь честно, ранее вы его не использовали, потому что он, наверное, вам показался неинформативным или в какой-то мере странным. Теперь вы пересмотрели свое мнение и правильно сделали. В трейдинге в этом вся суть. Менять свое мнение, учиться и образовываться. В этом и кроется ключ к успеху. Чтобы делать это быстрее и продуктивнее, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки оставлены в описании к этому ролику. Море полезной информации, бесконечные обзоры по разным индикаторам, торговым стратегиям, советы по психологии, по риск и мани менеджменту от меня из первых уст на ежедневной основе. Ссылки в описании. Я жду вас, буду рад видеть в своем телеграм-канале, а мы продолжаем. Ребят, максимально простая ситуация, просто открывайтесь, вот если видите такой график, открывайтесь в лонг. Объясняю, Shaft Trend Cycle покинул зону перепроданности и зашел в зону перекупленности. Это нормально, абсолютно нормально, учитывая то, что у нас цена долгое время торговалась в боковике. Вот здесь была консолидация, которая закончилась выходом цены вверх, пробоем. Осциллятор в любом случае улетит, это норм. Это очень легкая сделка. Как я и говорил, Shaft Trend Cycle — это верификатор нашего тренда. Если цена пробивает какой-то уровень, он 100% уйдет в перекупленность. Смотрите, объясню на примере, почему было именно так. Вот этот участок выделяю для вас. Shaft Trend Cycle в перекупленности. Но по цене понятно, да, что он у нас там и должен быть, потому что посмотрите, какой огромный рост был у цены. Все, сделка в плюсе. Ладно, давайте сменим актив, чтобы разобрать наглядно именно то, о чем я говорил вам в начале, как использовать эти индикаторы по стратегии, и продолжим. Ребят, к сожалению, ничего интересного нет, поэтому снова будем шортить на вот таком простом примере. Согласен, здесь можно было бы обойтись без индикаторов, но тем не менее, все согласно нашей с вами системе. Shaft Trend Cycle покинул зону перекупленности, зашел в зону перепроданности. При нисходящем движении цены. Все понятно, я так все понимаю. То есть все, цена снижается, находится под скользящей линии, все окей. Окей, ладно, пока у нас есть время, давайте пару слов про Shaft Trend Cycle. Это точный индикатор для выявления рыночных трендов, и он даже немножечко, наверное, опережает MACD. Даг Шаф, человек, который его изобрел, использовал его с комбинацией скользящих и стохастиком осциллятором. Это позволяло ему очень максимально оперативно определять начало и завершение всех рыночных движений. Прекрасная комбинация, которую тоже можете попробовать, но пока вот я решил не загружать наш торговый терминал. Два индикатора. В идеале можете добавить сюда еще стохастик. Сделка в плюсе, меняем график, продолжаем. Вот интересная ситуация. Откроюсь в лонг. Напишите, как бы вы поступили в этой ситуации. Здесь есть небольшой нюанс, который стоит уточнить. Рынок у нас пересек скользящую среднюю, видите? Был слом структуры по Shaft Trend Cycle, он сначала покинул зону перекупленности и резко же сразу в нее вошел. То есть на рынок вошел какой-то крупный игрок. Отката никакого не было, поэтому верим в долгосрочный продолжительный рост. Ну и в принципе все на этом. Остается только убедиться в верности моего прогноза. Если бы вы открылись в другую сторону, напишите, пожалуйста. Интересно, вот, потому что у всех разное мнение. На каждую сделку находится противовес. В трейдинге часто решают доли секунды. Надеюсь, что что-то изменится. Ну, меняем график. Не хочу больше на этом торговать. Поехали. Друзья, показываю вам самый сок вообще. Сделка в шорт. Уточняю почему. Shaft Trend Cycle вышел из зоны перекупленности. Это отразилось на графике вот таким образом. Видите? Разворот был весьма харизматичный. Все это происходит под скользящей, поэтому в дальнейшем движении можем не сомневаться. Как вы заметили, мы с вами торгуем, если вы вообще мои видео смотрите, самые абсолютно разные ситуации, стратегии. Мы ищем не один конкретный паттерн, а разбираем рынок в целом, чтобы вы могли разбираться в его полноте и многообразии. Это очень важно. Вот именно данная торговая стратегия поможет вам находить точки на продолжении, соответственно, тренда. Выявлять точки разворота и торговать на продолжение тренда. Вот. Добавляйте сюда стохастик осциллятор, и все вообще будет незаменимо. Так, ну что, 3 секунды до завершения сделки. И да, мы в плюсе с небольшим запасом, но это того стоит.
Прекрасно. Друзья, думаю, что здесь мы с вами закончим торговую сессию. Рынок пустой, поэтому придется торговать то, что есть. Shaft Trend Cycle в зоне перекупленности, цена движется над скользящей средней, все это в рамках общего восходящего тренда, поэтому просто продолжаем идти вот к уровню, который вы видите невооруженным взглядом. Пока есть время, давайте лучше поговорим про индикаторы. Их величественное множество, как вы знаете, но очень часто мы торгуем на самом деле одно и то же. 50% новых алгоритмов мы игнорируем, если не больше, даже так скажу. Вот, лично я объясняю это так. Есть интуитивно понятные и доступные индикаторы. А есть Shaft Trend Cycle, есть ADX, есть ATR. И вот как раз на первых порах мы не понимаем, как с ними работать. Каждый из них я уже разбирал в своих видео. Те, кто смотрел, помнят. И, мягко говоря, их недооценили. Я в этом уверен. У нас океан возможностей, и нужно использовать каждую. Друзья, ну сделка в плюсе. Цена дает нам импульс вверх. Давайте еще один лонг и завершим на этом все. Смотрите. Общий восходящий тренд. Все понятно. Здесь тоже. Торговля ли это в рамках? Дойдет ли цена до верхней границы? Мы не знаем. Но пока у нас Shaft Trend Cycle в перекупленности, вот так вот. Ну, не так все уверенно на самом деле, друзья. Ладно, поспешил я чуть-чуть. Будем надеяться на то, что покупателей в этой сделке будет больше. Обязательно проверяйте перед открытием сделки график на более старших таймфреймах. Это очень важно. Вот там сейчас был у меня уровень сопротивления, который прям локальный, видите. В рамках вот минутного таймфрейма он бы не был таким страшным для нас. А в рамках 15-минутного таймфрейма уже да. Ну, с натяжечкой, друзья, с натяжечкой. Ладно, давайте перейдем к разбору параметров, которые я вам сегодня обещал показать. Со скользящей средней все просто. 50 и тип EMA. Устанавливайте, скриншотьте, запоминайте. Ну и, наконец, Shaft Trend Cycle, пожалуйста, 23, 50, 11, 4, 4. Это то, что нам нужно. Ставили просто чуть-чуть сделайте жирнее свои линии. Прекрасно. Мы неплохо заработали. Предлагаю подвести итоги, друзья. Так, друзья, сегодня вы получили не просто индикатор, вы получили настоящую готовую торговую систему. Доверьтесь ей, дайте ей время, и она точно для вас сработает в самом лучшем виде. Не забывайте все оттачивать на демо-счете, это ваш плюс, который на дистанции даст вам только больше прибыльных сделок и уверенности в своих действиях. Если видос понравился, жмите лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите мне все вопросы в личные сообщения телеграм-канала. Напомню, что ссылки оставлены в описании к этому ролику. С вами я прощаюсь, до скорой встречи, всем пока.